Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим, что же такое арбитраж криптовалют. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также проводим денежные розыгрыши и конкурсы. И если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или другие альткоины, то регистрируйся по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Ну а мы начинаем. Арбитраж криптовалют привлекает многих опытных трейдеров и еще больше новичков, поскольку позиционируется как безрисковый и простой способ заработка. Не нужен технический или фундаментальный анализ и какой-либо смарт-мани, начальный капитал может быть любым, а доход практически мгновенный. Под арбитражом понимают покупку актива с целью его мгновенной перепродажи по более выгодной цене на другом рынке или в другой торговой паре. Арбитражер может купить один эфириум на бирже Binance по $1500, а затем продать его на Coinbase по $1600. На арбитраже зарабатывают как обычные трейдеры, так и крупные маркетмейкеры. И в целом этот вид деятельности характерен для всех рынков. Ключевыми характеристиками арбитража как вида трейдинга являются низкий риск сделки, то есть теоретически получить доход можно без рисков, поскольку покупка и продажа проходит, пока цена не успевает существенно измениться. Второе – это скорость. Поскольку цены на крипторынке меняются очень быстро, арбитражеры должны заключать сделки в считанные минуты, а то и секунды. И часто эта деятельность автоматизирована. И третье – это большие объемы. Как правило, доход с арбитража небольшой в процентном соотношении. Очень редко более 5 или же 10%. Поэтому для получения ощутимой прибыли нужно проводить крупные сделки. Рыночной основой арбитража являются ценовые разрывы, или же гэпы, которые образуются на разных площадках или торговых парах из-за отличающегося баланса спроса и предложения. Это связано с тем, что по сути каждая торговая пара и тем более биржа предоставляет собой отдельный рынок, цены на котором формируются независимо от остальных рынков. Но арбитражеры устраняют эти разрывы, получая в качестве награды доход от разницы курса. С точки зрения рынков, арбитраж – это благоприятная деятельность, которая позволяет минимизировать ценовые гэпы и поддерживать устойчивую среднюю стоимость актива. Стабильные цены на современных CEX или же централизованных биржах были бы невозможны без профессиональных крупных арбитражеров. А теперь немножечко предыстории. Как же появился арбитраж? История арбитража криптовалют началась на ранних этапах существования рынка, отличающегося низкой ликвидностью, небольшим количеством торговых площадок и фрагментированным капиталом. Разница курса биткоина на отдельных площадках могла составлять несколько десятков процентов из-за отсутствия крупных маркетмейкеров и разного баланса спроса и предложения. Вот лишь несколько самых известных примеров. Огромный ценовой гэп на африканской криптобирже в 2017 году. Так, в моменте на площадке Golex стоимость биткоина была на 87% выше, чем в среднем по централизованных биржах. Все из-за финансовой изолированности региона и высокого спроса, вызванного инфляцией местных фиатных валют. Или же премия для биткоина на японском рынке, которая существовала до 2018 года. Высокая стоимость биткоина на местных площадках была обусловлена тем, что большинство зарубежных площадок просто не могло работать внутри страны. Именно на арбитраже биткоина заработала свой капитал Alameda Research, которые потом запустили биржу FTX, которые потом заскамили Луну и которые сами потом заскамились Сэмом Бэнкманом-Фридом. Но не суть. Продолжаем. Премия Кимчи. Разница между стоимостью криптовалюты на корейских и мировых криптобиржах. Причина та же, что и в случае с Японией. Жесткие правила регулирования для международных площадок. Кстати, премия Кимчи работает до сих пор, но на данный момент она не особо перспективна. До появления профессиональных маркетмейкеров и большого институционального капитала возможности для арбитража были доступны и обычным трейдерам. Но начиная с булрана 2017 года более-менее доходный арбитраж на централизованных биржах перешел в руки маркетмейкеров, которые могут реагировать на гэпы быстрее за счет автоматизации и эффективно торговать в международных масштабах. Первое время после появления
DEX и DeFi у обычных пользователей также была возможность зарабатывать на арбитраже криптовалют, торгуя между централизованными биржами и децентрализованными, или разными пулами ликвидности и площадками. Сейчас же львиная доля арбитражных сделок приходится на ботов, которые могут отслеживать транзакции еще до их обработки. А теперь давайте же рассмотрим, какие есть виды арбитража. Различают несколько разновидностей арбитража, исходя из масштабов сделки и количества задействованных звеньев. Первый – это внутрибиржевой. Проведение сделок на одной и той же площадке, но на разных торговых парах. Основным преимуществом этого способа является скорость, поскольку криптовалюту не нужно переводить между площадками, покупка и продажа может занимать буквально несколько секунд. Второй – это межбиржевой. Предусматривает покупку актива на одной площадке и продажу на другой. Это более сложный способ, поскольку он требует наличия аккаунтов на обеих площадках и межбиржевого перевода средств, что связано с дополнительными комиссиями и временными задержками. Ну и третий, самый сложный, это международный. Арбитражная сделка с использованием торговых площадок в нескольких странах, а также местных способов оплаты и фиатных валют. Это, как я уже сказала, самый сложный вид арбитража. Как правило, вместе с масштабом сделки растет и количество задействованных площадок и активов, что усложняет ее реализацию. Ну а на этой ноте наше видео подходит к концу. Если вам оно понравилось, то не забывайте ставить лайки, колокольчики, а также подписываться, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну и конечно же пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующее видео, чтобы мы с вами таким образом делали контент вместе. И перед тем как попрощаться, хочу напомнить о том, что у нас есть отличный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или другие альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто это просто.